наверняка уже видели, что мы обновили линейку своих лазерных маркеров. И сегодня мы подробнее посмотрим на этого красавца. Волоконный лазерный маркер Watson FLTT. Это канал Лазеркат, меня зовут Виктор. Досмотрите это видео до конца, чтобы узнать, сколько стоит такой аппарат и стоит ли он того. Обзоры таких маркеров у нас уже были, поэтому расскажу, что в нем новенького. Этот станок, так же как его ультрафиолетовый брат, был оптимизирован, обновлен и переработан. У него новый прочный корпус, усовершенствованный подъемный механизм с более плавным ходом, более компактные размеры и новая система вентиляции. Да и выглядит он просто космически. Это волоконный, или правильнее говорить, итербиевый маркератор. Он наносит изображение лазером на поверхность и может сделать из листа металла, например, цветную страницу глянцевого журнала. Да, он может наносить цветную маркировку. Для этого, правда, понадобятся материалы, у которых при нагреве можно получить цвета по бежалости. Нержавейка или титан, например, но выглядеть это будет башнесносно. И это только маркировка, то есть изменение цвета или оттенка поверхности материала. А он может гравировать, то есть делать рельефные изображения, и полировать, то есть превращать матовую поверхность в глянцевую и наоборот. И все это он делает с очень высоким разрешением, потому что длина его волны 1064 нанометра. А как и на что это влияет, я уже рассказывал в обзоре его коллеги Watson UVTT. Ссылочку я прикреплю. Фишка конкретно этой модели — МОПа-излучатель. С помощью этой технологии можно получать контрастные изображения на различных видах пластика, не оставляя при этом прожогов, желтого налета или вспенивания. Это происходит за счет минимального нагрева поверхности материала. Все потому, что диапазон частот больше и диапазон длительности импульсов тоже больше, чем у других технологий. С помощью данного маркера вам гарантирована высококачественная глубокая гравировка металла, а также обработка тонких металлических пластин без деформации. Для чего же он нужен такой красивый? Маркировать продукцию, наносить штрих-коды, QR-коды, серийные номера, которые точно будут читаться. Детализация же потрясающая. Это может быть любая графическая информация, а ресурс у него колоссальный и никаких расходников. Видов материалов для маркировки этим лазером огромное количество. Это различные пластики, керамика, металлы такие как алюминий, никель, углеродистая сталь, титан, золото и так далее. Поговорим о параметрах. Излучатели здесь могут быть установлены разные. GPT-M7, Max Photonics, Raycus и IPG. Какой захотите, такой у вас и будет. Размер рабочего поля будет зависеть от установленной линзы 110 на 110, 200 на 200 и 300 на 300 мм. Вы можете протестировать этот и любой другой станок, придя на выставку или в наших демонстрационных залах. А можете просто прислать нам материалы, которые хотите протестировать, мы сделаем все за вас и пришлем вам результаты. Обращайтесь. Вы наверняка хотите узнать, сколько он стоит. Да я и обещал вам это сказать. Давайте сделаем так, я оставлю ссылку, вы на нее нажмете и все узнаете. Меня зовут Виктор, это канал Лазеркат. Если у вас остались еще вопросы по этому чудо-аппарату, пишите их в комментариях. Или просто посмотрите на него еще разок. Красота же! Такой он легкий, непринужденный. Ну вы поняли меня, да? Поняли, о чем я. Воздушное охлаждение.